Всем здравствуйте! Сегодня очередное воскресенье, 20 июля 2025 год. Я хочу провести такой же эксперимент, только с Uber Eats. И сегодня поработаю 3 часа на Uber доставке и буду брать каждый заказ, который он мне предложит. Итак, время час дня. Будем работать до, соответственно, 4 часов. У меня включены все опции, то есть доставка еды, доставка посылок от физического лица к физическому лицу и покупка продуктов или каких-либо вещей в различных магазинах. Еще такая боль, печаль. Я забыла штатив. Очень будет неудобно снимать. Так что не обессудьте, много разных углов съемок сегодня может не быть. Итак, первый заказ из вот этого алкогольного магазина Beverage and More. Всего одна позиция. Посмотрим, какой-то алкоголь. Жду, пока кто-нибудь подойдет. Uber накинул еще один заказ. Это, кстати, его особенность, в отличие от DoorDash. Даже если уже принять заказ и уже нажать кнопку, что ты его взяла, и уже даже ехать вместе с этим заказом, Uber может еще по дороге накинуть заказ, что, собственно, он сейчас и сделал. Вот из такого ресторана следующий заказ второй. Это суп фо. Сейчас, надеюсь, уже готово. Hi, I ordered for Kevin. На этой плазе, где сейчас забирала фо, всегда очень много людей. Здесь много ресторанов и мало места для парковки. И я, кстати, всегда, когда уезжаю, если вижу, что мест мало и люди ездят, ищут место, я всегда кому-нибудь, кто попадется мне на глаза близко к парковке моей машины, я показываю, что я сейчас уезжаю и что, пожалуйста, можете встать на мое место. Ну, то есть, чтобы человек не искал, как бы, маленькое доброе дело. А вы так делаете? Поделитесь в комментариях. Ну, кто водит машины. Итак, я, можно сказать, доехала до плазы, где обычно я жду заказы, не успела припарковаться и получила следующий заказ. Там надо закупиться, всего лишь 2 позиции, продуктовый магазин, будет все быстро. Мне кажется, ехать дольше, чем покупать. Итак, вещи, которые предполагались, должны были пойти быстро, как-то пошли не по плану. Во-первых, не было одной нужной позиции, и клиент не захотел замену. А во-вторых, почему-то в этот раз на кассе не проходила оплата. Провозиться пришлось минут 10, как минимум. Плюс была очередь. Так что... Ну и стоимость заказа будет меньше. Я не знаю, насколько обычно на таких заказах люди оставляют процент от стоимости закупки.
В редких случаях они делают чай вне зависимости от процента, не в процентном соотношении, а просто выбирают какой-то чай. Обычно при больших закупках, при таких маленьких, это всегда процент от стоимости заказа. Поскольку всего одна позиция, то, наверное, стоимость будет меньше. Ну, как только у меня загрузится заказ вместе с чаем, в Uber это происходит не сразу, а чай подгружается где-то через час после выполнения заказа, тогда я прикреплю скрин. Ну, собственно, я прикреплю его прямо здесь, прямо сейчас. А, ну, в общем, поеду. А то клиент уже заждался. Заказы становятся все интересней. Как вам вид? Прекрасный океан. Обожаю в нем купаться в холодной воде. Итак, ни одного заказа мне пока больше не дали. Я уже приехала на место, где я жду заказы, и прямо здесь со мной случилось маленькое приключение, небольшая авария. Я стояла на дороге в ожидании, пока машина освободит парковочное место. И с соседнего парковочного места стала выезжать другая машина, почему-то не видя меня, хотя я там стояла, ну и нужно было подождать, пока я тоже куда-то отъеду. Она не стала ждать, продолжила ехать и бампером задним въехала мне в дверь. Фотографии я сейчас приложу. Такая вот ситуация. Обменялись страховками. И придется обращаться в страховую, посмотрим. Очень непонятная ситуация, как считать, как страховая посчитает, кто виноват. По сути, я должна пропустить тех, кто выезжает, но когда я проезжала мимо, эта машина не выезжала. И я увидела парковочное место, там человек стал выезжать, я пропускала его, и я стояла в том промежутке, где стал выезжать человек, который меня врезался, то есть когда он стал выезжать, я уже стояла его преградой. То есть, он должен был уже ждать, пока я куда-то денусь, проеду. То есть у него, по сути, не было достаточно места, чтобы выехать. Но он все равно поехал. В общем, посмотрим, что скажет страховая. Но у кого-то из нас, когда решат, кто виноват, повысится страховка. Что ж, буквально в конце, за 2 минуты до окончания оговоренного время работы, мне пришел контрольный заказ на сегодня. Снова закупка. Там всего лишь 2 позиции из CVS, и я буду очень сильно надеяться. Я уже не буду говорить, что я сделаю это супер быстро, но я надеюсь, что все-таки в этот раз я сделаю это супер быстро. И еще один заказ из того же магазина, тоже там, кажется, 4 позиции, но вот это уже точно контрольный. Are you picking up, Anthony? Oh, yes. Ну что, контрольный заказ я отдала, время подвести итоги. Сейчас давайте немножечко отъеду здесь, не мешаться. Итак, проработали мы 3 часа, 3,5 часа, если быть точной, да, контрольный заказ пришел
без 2 минут, последние 2 пришлось их брать. По пробегу 44 мили, по количеству заказов, сколько у нас их было сегодня, 8. Это не конечная стоимость, как я уже говорила, Uber присылает чай через час после совершения заказа. Так что контрольную сумму я, собственно, прикреплю здесь вместо данного экрана. Ну и дополнение ко всему, у меня еще помята дверь. Неизвестно, как решит страховая, кто прав, кто виноват. Моей вины нет, но ситуация может рассматриваться двояко в данной ситуации, так как нет доказательного видео момента аварии. Посмотрим, если страховая решит, что, к примеру, это моя вина, то у меня повысится стоимость страховки. Дверь мне так или иначе починят. Вопрос в том, сколько будет стоить страховка дальше, и это повышение будет длиться порядка года. Здесь и так не очень дешевая страховка, мягко выражаясь. Будет она еще дороже. Ну, если вам интересно, я расскажу это в дальнейших видео, как сложилась судьба двери моей машины, моей страховки. Выясним, что как. В любом случае, это не то, из-за чего стоит расстраиваться в жизни. Это не то, что ты будешь годами помнить. Так что, на самом деле, это не столь важно. Это неприятно, но это такая жизненная суета, и она решаема. На сегодня я с вами прощаюсь. Надеюсь, вам это понравилось. Это видео вам понравилось. Я отвыкла говорить на камеру, простите, ребята. Как это сейчас тренируюсь, скажем так. Я готовлю видео о том, что было со мной последние 2 года. Было много чего интересного. Ну, по крайней мере, я так думаю. Ну, по крайней мере, мне было не скучно, скажу я вам. А пока попрошу вас поставить лайки, поддержать меня. Ну, хотя бы эта дверь. Она стоит пары дополнительных лайков, правда же? Не забудьте подписаться. Вы мне все очень поможете, если оставите больше реакций, комментариев. Это очень поможет мне в будущем, в финансировании моего будущего короткого фильма. И на сегодня все. Всем удачи, всем пока.